Всем привет! Меня зовут Наташа Коломбо и добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня я хотела бы вам рассказать, как обстоят дела со снегом в Калифорнии, куда лучше всего ездить и когда же начинается сноубордический сезон. У меня есть два самых популярных вопроса, которые мне задают ежедневно. Где лучше всего кататься и когда начинается сноубордический сезон? В Калифорнии, на ваше удивление, тоже есть зимний сезон. Он длится 3 месяца – декабрь, январь и февраль. Да-да-да, это зима в Калифорнии и также во многих других штатах. Почти все резорты в Америке открываются в ноябре. Какие-то резорты открываются в начале, какие-то в середине, какие-то в конце, в районе праздника Дня Благодарения. Это, конечно же, не означает, что полностью резорт будет открыт и все горки будут открыты для катания, какие-то лифты могут быть закрыты. Потому что в ноябре во многих резортах, в частности в Калифорнии, снег искусственный, его делают. Температура позволяет делать снег, поэтому многие резорты открывают горки с искусственным снегом. Например, резорты в Северной Калифорнии открываются намного раньше. Например, в этом году я уже открыла сезон, и я ездила в Маммот. Эта горка открылась 8 ноября. Это очень рано они открылись. Я сама была в шоке, но я съездила. Горка была открыта не полностью, работали всего лишь пару лифтов. Было тепло, снег был искусственный. То есть, горка открылась, все было классно, я покаталась, вообще было все ништяк. Резорты в Юте, в Колорадо, они не открываются так, как резорты в Калифорнии. Они ждут, когда выпадет настоящий снег, когда будет платформа из настоящего снега. Юта, Колорадо, они уже получили столько снега, что они уже открыты. Колорадо открылась в этом году в начале ноября, если я не ошибаюсь. Там уже месяц, как люди катаются на настоящем снеге. И снег идет, 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 идет. Например, Юта, она открылась, кажется, в этом месяце тоже, если я не ошибаюсь. Или на этой неделе они открылись, или они откроются на этих выходных. Сейчас там везде идет снег, куча просто снега, и просто все белым-бело засыпало, даже в городе. Джексон Холл, он, кажется, уже открыт, то есть там снега полным-полно. Самое большое количество снега, конечно же, выпадает в январе. Это самый-самый пик сезона, и снег есть везде. То есть если вы откроете свой календарь и вы увидите, что сейчас январь, не задавайтесь такими вопросами, а есть ли снег в горах? Да, он есть. Я еще также хотела бы посоветовать готовить сани с лета. То есть не бегайте в самый последний момент и не ищите доски, ботинки, не ищите дешевые лифт-тикеты или пасы. Вы этого просто не найдете. Самые дешевые ботинки, сноуборды и весь другой набор, самый дешевый вариант – это летом. Покупайте летом, самое позднее осенью. Например, я всегда собираюсь заранее. Я всегда покупаю свой Season Pass в мае, в июне, где самые дешевые цены, и, в принципе, why not? Почему бы не сэкономить? И все остальные приготовления, такие как зимняя одежда, проверить перчатки, ботинки, посмотреть, какой у меня сноуборд, пригодный ли он для нового сезона. Так как я сноубордист со стажем, у меня все всегда лежит по полочкам. У меня есть огромная сноубордическая сумка, которую, кстати, я показываю, и вы можете это увидеть вот здесь. Там у меня все всегда готово, все лежит просто по полочкам. У меня нет такого, что где-то что-то было разбросано, у меня чего-то не было, или я не знаю, где у меня это находится. В общем, ребятки, открывайте календарь и записывайте, что в ноябре, в принципе, вы можете поехать и покататься. Если вы такие же заядлые сноубордисты, как и я, для вас ноябрь должен стоять просто красным маркером. Выделено сноубордический сезон. И просто смотрите все апдейтс на
на веб-сайтах каждого резорта, там просто up to date, up to hour, я бы сказала, все апдейты есть на это инстаграмы, фейсбуки и так далее, то есть там все подробно написано. Ну и, конечно же, вы зададитесь таким вопросом, а когда же заканчивается сезон в Америке? Ребят, не волнуйтесь, все резорты закрываются примерно в конце апреля, но есть одно исключение. Один резорт работает до августа. Догадайтесь, какой? Конечно же, это резорт Mammoth, который находится в Калифорнии. Ну давайте подытожим. Декабрь, январь, февраль, неважно, в какой штат вы поедете кататься, там будет снег. Гарантированно. Ноябрь, это, конечно же, под вопросом. Где же кататься в Калифорнии? Где же кататься в Юте, в Колорадо или в других штатах? Где находятся эти резорты? Как они называются? Сейчас я вам об этом расскажу. Mammoth Mountains. Это мой любимый резорт, я повторюсь. Он самый, наверное, лучший. От LA примерно часов 5 езды на машине. Там выпадает за весь период зимы невероятное количество снега. Там всегда, в принципе, в зимнее время холодно, и сами горки, они настолько широкие, то есть ты не чувствуешь себя ущемленно. И там очень много горок для более таких вот advanced левела, очень много black diamond'ов. Я бы не советовала новичкам, кто только учится, ездить в Mammoth, потому что сама температура там очень суровая для вас может быть. Может быть очень холодно, может быть очень ветрено. Там невзначай может снег пойти. То есть там ты никогда не предугадаешь, что может произойти с погодой. А другой резорт, который находится ближе, чем Mammoth, это Big Bear. Очень много людей заблуждаются и думают, что Big Bear это один резорт. Big Bear это город, и в Big Bear есть два сноубордических резорта. Один называется Snow Summit, другой называется Bear Mountain. Это самый посещаемый мной резорт за сезон в принципе. Он находится в 2 часах езды от Лос-Анджелеса, очень все близко, в принципе горки довольно-таки неплохие, я бы сказала. И там есть где разбежаться. 2 резорта, один находится в центре, это Snow Summit, другой находится немножко дальше, это Bear Mountain. Я бы не советовала новичкам ездить в Bear Mountain. Там на этой горе есть какой-то local pass, local season pass, и туда обычно едут много молодежи, там очень много народу. Я бы советовала ехать на Snow Summit, он в центре, там красиво, там есть кайфовый деревянный барчик наверху с прекрасным видом. И я думаю, что людей не так много, как в Bear Mountain, потому что Snow Summit не предоставляет никакие local passes. Клой! Другой резорт, который находится еще ближе, чем Big Bear, это Mountain High. Вы, наверное, много о нем слышали. Находится он где-то в 1,5 часа езды от Лос-Анджелеса, в каком районе вы бы ни жили. Резорт маленький, буквально один нормальный лифт, очень быстрый, внизу барчик, костерчик, винишко, в общем, все там чики-пуки. В Mountain High есть еще ночные сессии, они начинают проводиться где-то с середины декабря по, может быть, конец февраля. Я туда не ездила, наверное, уже года 4. Я просто выросла из этого резорта, и мне нет необходимости туда ездить. Езжу на Big Bear. И у меня там такие воспоминания были с Mountain High, что я бы не хотела туда вернуться и все это еще раз испытать. Другой резорт Калифорнии, который мне безумно нравится, он находится еще дальше, чем Mammoth. Он находится в районе 8 часов езды на машине от Лос-Анджелеса. Это Heavenly. Он находится в городе South Lake Tahoe. Резорт кайфовый, то есть там вид, большое озеро,
снег настоящий, все очень классно, но лично мне он не очень нравится, потому что кроме, в принципе, вида на красивое озеро, я там не могу ничего другого найти. Но это кайфово хотя бы раз в сезон съездить на этот резорт, который находится на Лейк Тахо, Heavenly, и просто посмотреть на эту красоту. Это ну просто невероятно. То есть ты спускаешься с вершины горы, и ты видишь это необыкновенное, красивое, полное горное озеро. Вокруг тебя просто деревья, все в снегу, просто кайф. А вечером, что самое кайфовое, ты не сидишь в отеле или не сидишь в джакузи, а ты можешь спокойно спуститься вниз и поиграть в казиношку. Дальше я хотела бы вам рассказать о других резортах, которые не находятся в Калифорнии, которые я безумно люблю, мечтаю каждый день там кататься. Это, конечно же, резорты, которые находятся в Юте, в Колорадо и Вайоминг. В Юте мне посчастливилось побывать 2 раза на 2 разных резортах. Я побывала в Park City. Это очень-очень красивый резорт, где когда-то проходили Олимпийские игры. Другой резорт, на котором я была, это Snowbird. Snowbird меня поразил. Я была там в этом году, в феврале, и это невероятно. Минусовая температура, снега просто по колено. Такого в Калифорнии нету, просто нету. Иногда, когда ты там попадешь в какой-нибудь вторник где-то в шторм, то да, может быть, будет столько снега. В Колорадо я была всего лишь 1 раз, и я, так сказать, попала в яблочко, ездила сразу в Aspen Snowmass. Каталась в Snowmass, и это было, конечно, очень круто. Там даже самые-самые маленькие зеленые горки вообще не зеленые, то есть там нужно очень хорошую подготовку иметь. И Колорадо, там зима, там настоящая зима, там ветра, и там температура может доходить до очень-очень громадного минуса. В Вайоминге, в Джексон-Холле я еще не была, но я безумно хочу туда поехать. Говорят, там самый-самый наикрутейший драп из всех резортов, я не знаю, там по статистике или в мире, или в Америке, но там просто офигеть, какие крутые спуски. Я прям просто хочу поехать и просто там бывать. Купер? Конечно же, послушав всю эту информацию о наикрутейших резортах в Колорадо, в Юте, в Калифорнии, у вас появляется вопрос, а сколько же стоит лифт-тикет? Сколько же я трачу? Что такое Season Pass и стоит ли это вообще покупать? В самый пик сезона билет в Big Bear, это там, где я сейчас катаюсь практически каждую неделю, стоит $90 на 1 полный день. Если вы поедете в Маммот, готовьте выложить $180 на 1 полный день катания. Иногда может стоить и 200. Собираетесь в Лейк Тахо — 200. Если вы едете на Heavenly, вы просто переплачиваете за этот вид и получаете, в принципе, меньше того, что могли бы получить в Маммоте. В Юте, в Колорадо, один лифт-тикет на полный день стоит примерно $150. Самые-самые дорогие билеты, которые я смотрела, это в Калифорнии. Лично я не покупаю лифт-тикеты уже, наверное, 2 года. У меня есть Season Pass. Icon. Тоже было очень много вопросов, что за пас, где я его покупаю, сколько он стоит и стоит ли это этих денег. Этот пас варьируется от $600 до, по-моему, 800. То есть там 2 разных паса, и вы можете посмотреть на официальном сайте iconpass.com, какой вам подходит больше. И он вот так вот выглядит. Это мой старый пас прошлогодний, он примерно выглядит вот так. И я уже получила свой новый пас на этот сезон, я его уже использовала в Маммоте, когда я открывала в этом месяце сезон. И у меня где-то там в сумке, поэтому, в принципе, он выглядит аналогично, просто другой цвет. Я очень часто видела на резорте, как люди
с чужими пасами пытались пройти через скан-эрию, и вот там стоят работники с айпадами, и они вас очень быстренько отправят домой, отберут пас. И насчет штрафов ни разу такого не было, но ваш день катания закончится на этом. Если у вас есть другие вопросы, которые я не затронула в этом видео, пожалуйста, пишите в комментариях или можете писать мне напрямую в директ в Инстаграм. И у меня все открыто, я всегда всем отвечаю. В принципе, I'm open to talk. Кружка, ничего тогда?